Приветствую всех, друзья. Сегодня общий расклад Таро на любовь, на отношения, на мужчину, на женщину. Ну, в общем, на то, что происходит между вами, что может происходить дальше. Обстоятельства, причины, следствия, ну и так далее. Настраивайтесь на свой поток, на свою ситуацию, на свою интуицию. Гадание на картах Таро сегодня спешит помочь вам, подсказать, разобраться в ситуации и найти ответ у Таро, что будет дальше в ваших отношениях. Работаем с потоком без заготовленных вопросов. Давайте посмотрим, что происходит между вами. Ну. Так, тут рыцарь Пентаклей. А мужчина или должен подчиниться вам, или хочет подчиниться. Здесь уже смотрите по ситуации. Или хочет подчиняться, потому что ему нужно это, или выгодно, или это кармические отношения для мужчины. А с точки зрения женщины, мужчина как бы остановился и стоит на месте. Да, вот он как бы выбирает свою позицию, давайте так скажем. Не позу, а позицию именно, да. Рыцарь Пентаклей — это хороший слуга, поэтому вот я говорю, мужчина или хочет подчиниться, или думает, как подчиниться, да. Но со стороны женщины вообще мужское поведение может быть заторможенным, не быстрым. То есть мужчина как минимум не торопится, и вроде бы женщине кажется, что он стоит на месте. Но ей это не кажется, он действительно стоит на месте, потому что, еще раз повторюсь, он не знает, как ему подчиняться, да. Для чего, зачем, почему, то есть он не определился еще. Да, интересно, да, то есть как бы можно сказать, что мы начинаем отношения с паузы, да, или если отношения стоят, они на паузе или как бы в непонятной ситуации. Женщина очень красивая, и если мужчина, скорее всего, дева, ну, может быть и женщина дева, то женщина, скорее всего, водолей. А мужчина может быть здесь земной больше, да, вот особенно дева, телец и козерог. Женщина здесь водолей, близнец и весы. Но главной женской здесь, или главным женским качеством, да, на которое можно обратить внимание, это женская красота и интеллект. То есть женщина здесь не глупая. Мало того, что мужчина надеется на то, что женщина его поймет, а женщина, скорее всего, понимает, что происходит с мужчиной в этой ситуации. Отношения могут быть здесь и на дистанции, да, то есть женщина далеко, мужчина далеко, и мужчина немножко как бы подзастрял, да, вот так. Может ли быть такое, что женщина склоняет мужчину, да, вот она прям, видите, присела, да, вот если вы присмотритесь, да, она присела и прямо его как бы склоняет к чему-то, да, подталкивает к чему-то. Ну, ты же понимаешь, тебе надо это сделать. Да, может, и мужчина может это чувствовать вполне. Окей. Смотрим дальше. Мужчина здесь достаточно важный, и у женщины, скорее всего, есть выбор. С одной стороны, у нее есть мужчина, который ей удобен. С другой стороны, у женщины есть мужчина, который имеет над ней власть. Причем удобен ей младше, власть имеет старше. Ну, по раскладу так. Вы уже смотрите у себя как. Кто там старше, кто младше, кто имеет власть, а кто удобен, да. Но, тем не менее, у женщины есть время подумать, как минимум над такими вопросами. Станет ли этот мужчина в ту позу, которая выгодна ей как женщине? Станет ли этот мужчина независимый? И кого ей выбрать? Мужчину, который еще не определился, или мужчину, который уже знает себе цену и знает ей цену, как бы, с другой стороны, да, ну, понятное дело, что, как бы, вроде бы, как бы, вот этот в приоритете, ну, мужчина, который знает себе цену, знает цену женщине. Но почему-то женщина отвернулась здесь от мужчины, который император. Возможно, он сильно жесткий, да. Возможно, он сильно менный, эгоистичный, властный, деспотичный или чересчур харизматичный, да, потому что харизма, она обычно присуща, ну, деспотам, да. И, как бы, знаете, вот, может быть еще такое, что женщина очень долго ждет, что мужчина как бы повзрослеет и сделает какой-то серьезный шаг в ее сторону. Но, тем не менее, при этом к серьезности она повернута спиной. То есть, по сути, женщина жертвует временем ради своей выгоды и, возможно, позиции мужчины в этом раскладе. Интересный такой какой-то, знаете, тут треугольник из мужчин, да, получается. Ну, не из мужчин, а у женщины вариантов много, да.
Ну, больше, чем один. Далее, здесь есть мир. И действительно, отношения здесь, скорее всего, дистанционные все-таки. Потому что вот эта дистанция, эта дистанция. Мужчина один здесь где-то остался, а женщина где-то поехала. Ну и как минимум в прошлом у женщины есть мужчина. И она, может быть, с ним еще все никак не договорится. Не договорится по поводу семьи и детей. А второй у нее идет как минимум, как запасной вариант, как перспектива, но еще, может быть, не сильно ясна эта перспектива. Тем не менее, выход есть. Вы ищете в этих отношениях некий выход из ситуации. Ищете, ну, как минимум, пытаетесь, чтобы было неплохо обоим. Да, для всех миров, даже может быть не только плохо вам лично и еще кому-то, а еще и третьему, да, то есть вы пытаетесь вырулить в этой ситуации в отношениях, где, ну, чтобы был компромисс полный, да, что всем всем было хорошо, вот так почему-то идет. Дальше смотрим. Ну и здесь есть отшельник, смотрите, здесь нужно решать, с кем быть. А с кем остаться, а с кем расстаться, вот так. Уйти нельзя остаться, да, вот можно так назвать этот расклад, уйти нельзя остаться. С кем-то придется вам расстаться. Смотрите, по сути, весь расклад сводится к тому, что женщина решает, с кем ей быть дальше. С кем выйти в новый мир, а кого оставить. По краям у нас есть дева и есть дева, две девы, вот это вот две девы, как минимум. Ну, это могут быть там тельцы, могут быть козероги или дева, козерог, дева, телец, неважно. Тем не менее, в конечном итоге кто-то должен остаться отшельником. Но дело тут даже не в том, кто кого оставит, а как мудро поступить. То есть решение должно быть не глупое, то есть оно должно быть действительно умное. То есть просчитанное, продуманное, подготовленное, взвешенное. Ну, еще и мудрое. В центре мужчина властный император. Но это больше даже не сколько о мужчине, а сколько о перспективе женщины как таковой. То есть в какой мир, в какой Юпитер или каким богам она открывает, ну, своим решением ход. Кого она отпустит или кого она привлечет в свою жизнь. Получается так, что она вроде бы как отпускает, она знает, что отпускает, а то, что берет она себе, она еще не знает. Здесь так получается. Ну почему? Она все-таки сидит к императору, и мужчина здесь, который за ней наблюдает, да, этот император, он за ней именно наблюдает. Он как бы уверен в той позиции, в которой он находится. А, ну это вот Мария Магдалина, да, ну давайте ее назовем Мария Магдалина. Там она еще не кающаяся, да, она просто святая Дева Мария, да. Она здесь не знает его до конца. Она может быть знакома с ним, но открыть его для себя не может. Причем, ну, у императора всегда более выгодная позиция, нежели у звезды. Ну, почему? Потому что здесь власть, а здесь красота и разум. Поэтому, ну, вот император как рассуждает. Я захочу, эта красота, этот разум будет принадлежать мне, потому что моя власть. Я здесь Юпитер, да. В этой вселенной, да, то есть в этой вселенной есть моя солнечная система, где Юпитер я, да, вот. И это мой мир, да, поэтому, по сути, здесь мужчина, вот этот император, он уже как бы считает, что женщина ему принадлежит, а женщина еще не готова. Она может еще где-то там, ну, в том мире, он ее-то может перетащить в другой мир, да. А она еще подзастряла тоже в том мире, получается. Ну окей. Давайте посмотрим, какая позиция у рыцаря Пентаклей. Вот есть мужчина первый. Вот есть мужчина как минимум второй. Я говорил, что здесь треугольник, помните, оговорился, да? Вот я оговорился не просто там. Здесь есть третий мужчина. Но если этот как будто бы бывший, это как будто бы вот он настоящий или будущий, то вот этот, это как будто бы третий, он как будто сторонний наблюдатель, или это лекарь, или это аптекарь, или это целитель, или это человек, который может быть вообще, ну, X-фактором в этом раскладе. Это может быть, знаете как, если не с тем и не с этим, вот часто ко мне обращаются гадать, да, клиентки, и говорят, а вот что будет, если у меня будет не с этим и не с этим? Ну вот будет ли там третий вариант или запасной, да, вариант. Ну вот можете рассматривать для себя вот этого как, ну, как минимум, который спасает ситуацию. И если вот этот вот жертва, вот по треугольнику Карпмана здесь жертва, спасатель, далеко вообще, да, в другом мире. Ну а этот вот какой-то вот, даже он не деспот, насильник, да, ну он здесь может быть и насильником, условно говоря, да. То есть он может вас подталкивать, соблазняет, да, каким-то действием. А кто вас спасет, кроме себя, вы еще пока не догадываетесь. Понимаете, да, вот так в таком контексте. Так вот, давайте посмотрим. Позиция этого рыцаря Пентаклей. Почему говорю о позиции? Ну вот он застрял в какой-то позе, да. То ли он хочет разогнуться, то ли он хочет
сделать вам какой-то реверанс. Да, вообще слуга, он должен, по идее, сделать реверанс. Но он же может и не сделать реверанс, правда? Да? То есть может там взбрыкнуть вдруг, ни с того ни с сего. Вот давайте смотреть. В какой он позе? Истинная суть его вот этой вот позиции застрявшей. О чем она? Ну, здесь гордыня. Здесь с одной стороны зависть, а с другой стороны вон она, гордец, да. Здесь, смотрите, друзья, здесь такое вот, почему этот мужчина стоит на месте? Он либо вам завидует, ну, вряд ли мужчина будет женщине завидовать, да, здесь, хотя, может быть. Но, с другой стороны, это гордец. Короче, его гордость не дает ему согнуться, прогнуться, и он, вот этот мужчина, который здесь стоит на месте, вот о котором вы сейчас гадаете, да, он может быть кто угодно, я вам сразу говорю. Он не торопится, потому что он, ну, как минимум считает, что у вас и так все классно. То есть он, ну, если он служит здесь, то служит он себе, не вам. Имейте это в виду, да, то есть это для него. Вот, поэтому здесь или гордыня, или зависть. Зависть его выражается по отношению к вам в каком плане? Ей и так хорошо, ей и так хватит, ей и так много. Ну, а гордыня, понятно, я не буду вот служить так, как хочет она. То есть, по сути, здесь есть конфронтация некая у этой женщины с этим слугой. И если это кармические какие-то отношения, которые вы смотрите, то они как бы вряд ли они имеют перспективу по одной причине, потому что уже один человек зеленеет, а второй человек гордеет до такого ясного солнца, что, ну, ему рискует даже сгореть, да, то есть вы вряд ли друг с другом сможете здесь договориться, хотя карты 36 неплохая цифра, и 3, и 6, девятка, как бы результат еще может быть, но не знаю, как вы уберете эту зависть. Позиция женщины здесь, давайте смотреть. Позиция женщины. Позиция женщине здесь очень нелегко, и она, как бы, знаете, у меня такое ощущение, что она, во-первых, плачет, страдает. Напишите мне, если хотите, плачете, вы страдаете. Но и как минимум ловит рыбу в мутной воде. Вот. Почему ловит? Ну, понятно, да. Барышня здесь, видите, с язычком и ловит своего паучка. Тем не менее, дождь это здесь о чем? Женщина стоит здесь как раз в зависимой позиции. Она где-то, возможно, зависит от вот этого мужчины. А он гордец. Или он просто идет на принцип. Потому что, ну, зависть иногда там можно как бы о качестве характера сказать, что это принципиальность какая-то, да, то есть пошел на принцип, вот я буду как-то тебе мешать двигаться дальше, да, и ты вот поплачешь, ты там пострадаешь, ты там, ну, как бы, да, я тебе докажу, что твоя позиция звезды, да, вот что ты звезда, ну, вот спущу тебя, как говорится, с небес на землю, и тебе будет не очень легко, тебе придется поплакать, да, пострадать. Окей, с одной стороны, да, но есть еще же и император. Вот давайте теперь посмотрим позицию императора. На самом деле, этот император вроде бы у нас как оказался, там, допустим, если этот жертва, то он из жертвы пытается выйти, да, сделать жертву женщины. Этот как бы насильник, да, а этот как бы, ну, спасатель. Так вот, по сути, пока что жертвой становится, ну, потихонечку женщина, да, может быть, она из-за того, что когда-то пыталась быть спасателем, потихоньку переходит в жертву, да. Ну, спасала она этого рыцаря, да, когда-то. Ну, давайте, истинная позиция императора. Можете загадывать прямо сейчас человека. Ну, я вам так скажу. 36 и 39, да. Вот не хватает еще 69, да, и 93. Ну, неважно, и 63. Короче, смотрите, вот здесь какая ситуация. Здесь император ведет себя по-императорски. Я буду за ними наблюдать потихонечку, да, и нифига делать не буду. Я к ней руки тянуть не буду. Я буду, вот им реально пусть наблюдает за ситуацией она, а я буду наблюдать за ней, а может быть она еще за мной будет наблюдать. Здесь я вам так скажу, император, он как с позиции нарцисса здесь действует, да, то есть, ну, у тебя как-то какие-то там проблемы, ну вот ты их решай. Решишь, знаешь, где я, если что, повернешь голову. Смотрите, как интересно. Все смотрят в одну сторону. Рыцарь в прошлое, в своей позиции. Здесь эта парочка завистливых Мартына Таударочки, да, кажуть, тоже влево смотрит, женщина влево, тут позиция ее влево, император влево и скульптура влево, то есть все смотрят в прошлое. Но в конечном итоге, как император, так и женщина смотрят на вот этого рыцаря, и от его позиции, от его действий будет зависеть будущее и женщины, и действия этого мужчины. То есть этот император, он может себя выдавать за кого угодно, но в конечном итоге он
зависит от действий вот этого вот рыцаря, понимаете? Как бы я уже допускать начинаю, да, ну, как такой допуск, что этот мужчина, вот этот, или волей или неволей управляет результатом этого мужчины, или этот мужчина служит этому мужчине, понимаете? То есть, ну, как бы, или служит какую-то службу своими действиями, да, играет на руку, да, или служит, но все равно в конечном итоге император зависит от вот этого. То есть, все будут зависеть в конечном итоге от прошлого здесь и от вот действий вот этого человека из прошлого. Вот этого вот девы, тельца и так далее. Ну, две девы, я же говорю. Хорошо. Что сулит вам позиция мира? Что сулит позиция мира? Ну, смотрите. Что для вас мир, я не знаю, но вот эта вот карта, что она вам сулит, можете присмотреться пока. Что сулит позиция мира? Ну, здесь карта не очень удачная в плане результата на самом деле. Выпадает русалка, а русалка — это глубинная эмоция. Скорее всего, позиция мира есть погружение вниз. Знаете, вот позиция мира как раз вам и сулит ухудшение ситуации. Вам придется где-то идти не на компромисс, а в конфликт. Ну, то есть, если вы хотите полюбовно все решить, как бы, да, ну вот часто хочется, да, из лучших позиций решить миром, да, не получится вряд ли. То есть, придется там, кому-то придется выйти не сухим из воды. Вода, вода, вода. Все на эмоциях. Зависть на эмоциях, дождь — это эмоции, русалка — вода. Тут, если кто и выйдет сухим с воды, то больше всего выйдет сухим с воды император. Вот этот вот персонаж. Опять-таки, обращу ваше внимание, императором может быть и телец, и дева, и козерог, а также может быть овен. Это вообще чистый знак овна и чистый знак тельца. Ок. Ну и давайте посмотрим, в чем суть наблюдателя за этой позицией. Да? Ну вот, может быть, вам хочется понаблюдать. Может быть, это как видно эту ситуацию со стороны. Или же я могу сказать еще, учитывая то, что отшельник — это исцеление или целитель. Да? Вот как исцелить эти отношения или эту ситуацию. Да? Как повлиять на эту ситуацию с точки зрения позитива. Да? Ну, или улучшить ситуацию. Ого, нифига себе. Вообще со стороны это выглядит как проклятие. Вот прям карта проклятия выпала. Со стороны это выглядит как очень темные дела. Но русалка — это не светлое дело. Как исцелить эти отношения? Ну, если с точки зрения проклятия, то это магия, то тут нужно, ну, как минимум, размагичивать это, расколдовывать, развязывать узлы, очищаться, да, вот от той зависти, там, я не знаю, от этих эмоций, да, отвязываться от негативных привязок, от каких-то, может быть, даже приворотов. Ну, по русалке может быть приворот, кстати, рядом проклятие, ну, такая комбинация. То есть, с точки зрения стороннего наблюдателя, дело тут нечистое, проклятие. Избавляться, в основном, магией, да, или держаться как можно подальше, да, потому что звезда — это подальше, мир — это подальше, да, то есть как можно больше дистанции, да, то есть минимум тут действительно какой-то маг-чародей, целитель, целитель как маг-чародей здесь, да, вот он тут нужен. Вот. Если это третий мужчина вдруг какой-то, да, то он либо проклятый, третий, да. Вот слышите, если вдруг у вас третий и с ним какие-то проблемы, он может быть проклят. Вот. Либо, может быть, с ним надо действительно советоваться и подойти к нему и спросить: слушай, вот такая ситуация, ну, потому что он ваш друг, да, и сказать: слушай, это не проклятие ли, да, ну, так. Ну, что выпадает проклятие. Ну, и, может быть, здесь вот отшельник, если вдруг рассмотреть отшельника не как человека, а как, ну, решение ситуации вообще, то, может быть, знаешь, чтобы не быть проклятым, и, ну, то есть нужно посторониться и вообще отойти в сторону и держаться подальше от этих отношений, да, и мудрое решение в чем? Не проклинать, возможно, да, не желать плохого и убирать все плохое из своей энергетики. Особенно если энергетика сворачивает вас, скручивает. Здесь женщина не в лучшей позиции находится. Она как бы в позу эмбриона стремится, она как бы тут сидит, да, как бы сворачивает. Здесь она вон уже почти в позе эмбриона, здесь ей как бы выходить из позы эмбриона, а здесь она свернута опять. То есть, по сути, мудрое решение в том, чтобы развернуть этот клубок, но не быть в нем, понимаете, да, или этот лубок, да, но не быть в нем. Со стороны, да, вот то, что я сейчас чувствую, есть женщина некая, да, вот водолей, вот какая-то, да, возможно, это вы, которая не завидует своему прошлому, ей не позавидуешь сейчас, и она не знает, как будет дальше, потому что будущему
ее тоже не особо позавидуешь. У меня вот идет такое ощущение. Есть некий мужчина из прошлого, который ее ставит в позу. Есть некий мужчина, который рядом вроде бы находится, который наблюдает за ней, наблюдает за ее позицией в этой позе, в этой ситуации. Не стремится особо ей и помочь даже, да, вот как бы. Ну, как бы и власть вроде бы как у него есть, но он ничего не стремится ей предлагать. И есть некая третья позиция, которая вроде как и в перспективе, но она выглядит очень-очень болезненно, с проклятущими какими-то энергиями в будущем, от которых лучше избавиться и сторониться, нежели переходить в их мир, да, не сделав каких-то мудрых пассов, что ли, да, пассы это движение, да, определенные, да, руками, там, по воде, то есть, по сути, как будто нужно прочитать, чтобы перейти в другую реальность, нужно прочитать какую-то молитву, да, так интересно, в тень падает эта скульптура, смотрите, видите глаза у скульптуры, а теперь, оп, они есть, оп, нету, оп, есть, оп, нету, оп, есть, да, еще вот так, оп, нету, есть, нету, есть. Интересно, зачем это я делаю? Не знаю, из потока идет. Это просто скульптура вам похлопала глазами, да, поморгала. Кстати, напишите, что чувствуете, когда вам эта скульптура моргает, подмигивает. Да? Но, тем не менее, в скульптуре есть некая монументальность этого императора. Давайте спросим еще у карт Таро, что думает, чувствует и планирует делать вот этот вот рыцарь Пентаклей. Вот этот вот персонаж, который как бы застрял, и вот мысли, чувства, действия по отношению к вам. Мысли, чувства, действия. Мысли, что думает. Девятка Пентаклей. Ну, он так и говорит, ей хватит уже. Она и так зажралась. Девятка Пентаклей. Или у нее и так много. Или она и так жирна, да, жирует, живет хорошо. То есть он думает, что как минимум у какой-то женщины, ну, все чересчур круто, все классно. Что чувствует? Все роскошно. Чувствует, что ему нужно продолжать, но вот это вот девятка и тройка дают 12. И этот человек к деньгам привязан, к имуществу привязан. И он продолжает делать то, что делал, то, что ему выгодно делать. То, что ему дорого делать, и то, что ему приносит успех. То есть он от своего успеха не откажется, от своего предприятия. Ну и планы. Шестерка Пентаклей. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это помощь финансовая. Ну, это неплохо, кстати. И помощь детям. Здесь это может быть. Хорошо, дальше. Давайте посмотрим, почему плачет эта женщина. Вот дождь идет. Почему она плачет? Что ей не хватает? И какое решение, ну, решение ее, да, вот, что ей может подсказать. Почему плачет? Плачет почему? Потому что чувствует какую-то энергию мужчины, и она чувствует магию мужчины. И управление ею, да, ну, она чувствует то, что она управляется мужчиной. Ну, я так думаю, что все-таки отсюда идет управление. Не от императора. Император здесь он как фоном идет. Как будто бы, знаете, не пришей скульптуре хвост. О, слышите? Не пришей... Да. Давайте так скажем. Все-таки вот спросим. Здесь понятно, да? Потому что плачет, потому что мужчина. Да, энергия мужчины. То есть она зависит от этого мужчины. Чего ей не хватает? Чего ей не хватает? Вот. Все-таки спросим, чего ей не хватает. Ей не хватает свободы. Не хватает дыхания. И, скорее всего, она... зависит от этого, ну, больше от этого мужчины, чем от этого императора. Но если только этот император и этот мужчина не одно и то же, потому что тут 3 земных знака и 1 огненный, да, знак. Ну, вот он один огненный, и вот он овен, и вот он овен, да. Ну и давайте, что ей делать, да, как бы совет, что ей делать. Здесь король кубков, ну, ей все-таки искать чувства, искать себя. Во-первых, ей нужно выходить, вот знаете, вот все-таки эта звезда, женщина как будто бы застряла в какой-то непорочности, что ли, или в какой-то чистоте. Ну, до абсурда доходит, да. Здесь вообще абсолютно другой мужчина. То есть, что ей делать? Ей нужно искать другой типаж. Ей надо там не дева, козерог, телец, ей он скорпион, рыба, рак. Вот, все. Вот. И это освобождение, по сути. Поэтому я бы сказал, что вот этой женщине, чтобы не плакать, быть счастливой, нужно избавиться от энергии того мужчины, да, ну, не того, который не ее, давайте скажем так, освободиться,
начать свободно дышать, избавиться от него, ну, полностью, наверное, все-таки, потому что оно уже как переходит, как в проклятие, и пойти к новым берегам. То есть будет ли у этой женщины, ну, есть ли у нее будущее? Ну, в аспекте отношений, да, тут прекрасно вот он сидит со своим барбулятором, да, и чего-то там изобретает, да, какой-то новый. Ну, вы поняли, что там. Давайте смотреть вот теперь, что думает об этом всем вот этот вот император, как скульптура, которую вам только что подмигивал, да? Что он думает? Ну, во-первых, 8 кубков, он все-таки рассчитывает вас как бы провести там в свой замок. Загадывайте, кстати, желание, 9 часов бьет, 39, да? Может быть, в 39 у вас что-то поменяется. Вот. В общем, смотрите, он, как бы он ни был императором, каким бы он ни был, он планирует, когда мужчина 8 кубков, да, уйдет, вот этот, вот тут-то я ее возьму за руку и начну кружить. Вот ему, знаете, как бы открытое соперничество с этим человеком вообще не нужно. То есть вот они двое, по сути, они двое соперники, где этот еще будет как-то там что-то пытаться, вот этот вообще пальцем не пошевельнет. Есть такая категория людей, которые не сделают лишнего движения до тех пор, пока судьба, обстоятельства, высшие силы, еще кто-то, он или еще кто-то она, короче, пока не проплывет труп по, ну, как говорится, по реке, да, вот это восточная философия. То есть он думает, так, вот хорошо, он уйдет с горизонта, я тут сразу появлюсь. Окей. Что чувствует в этой ситуации? Пятерка жезлов, он чувствует, что женщина заигралась, ей тяжело, она злится, и поэтому он особо к ней сейчас и не лезет, да, как бы вот именно не лезет. Смотрите, руки-то у него, ну, не протягивает к ней руки, потому что она там машет руками, да, бьет по воде, да, создает какие-то волны, страдает, играет в чужую игру, ему ввязываться там в эти обстоятельства, там в этих детей, там в этот бизнес в прошлое. То есть ему нужна как бы абсолютно чистая, да, история, где минимум будет влияний на ситуацию. Ну, на здесь и сейчас, да, он же в центре тут. И как бы я вам так скажу, как бы там у вас, как у женщины, не было позиции звезды, император тут в центре. Тут вообще все крутится не вокруг женщины, а вокруг императора, если что. Если только вот этот человек не император, да. Ну, потому что, может быть, вы гадаете на одного человека, тогда все крутится вокруг этого. Поэтому, ну, с точки зрения императора, если даже вдруг император этот мужчина, то здесь чем сильнее вы машете руками, да, тем, возможно, вы беспомощнее выглядите. Да. В конечном итоге император может быть здесь насильником в плане того, что если император и вот этот рыцарь Пентаклей одно и то же лицо, то, скорее всего, вот вы пытаетесь вырваться на свободу, да, вот женщина пытается вырваться на свободу, а королева мечей — это свободная женщина, у нее, видите, ну, пустые руки, да, то есть свобода, она же как бы не обременена ничем. И тогда она действительно как будто бы видит путь исцеления или ищет путь исцеления из этого проклятого замкнутого круга, на самом деле, да. И если это двое разных мужчин, то один холодно безучастный, а второй прям такой деятельно обязывающий к чему-то, да. Ну, вот так. Окей, ну и что планирует делать, да, по отношению, ну, вообще в этой ситуации? Ну, то с мечей он, знаете как, он вообще... Тут это вообще женская карта вышла, да. Планирует маскироваться пока что. Но он что планирует? Не показывать своих возможных ходов, действий. То есть он будет в тени до последнего момента. Это, знаете, как выжидает, что он будет делать? Поджидать лучшего момента, обстоятельств. Действительно, так как я сказал. То есть он будет ждать, пока вот по реке не проплывет труп врага. Все, окей. Да, он может нанести какой-то решительный, сокрушительный удар. Да, меч-то тут есть, он тоже не глуп. Но активно действовать он не будет. Маска присутствует, поэтому здесь вот будет хитрость. Это очень хитрый человек. И ему, ну, минимум движений, максимум выгоды, максимум сложившихся обстоятельств. Хорошо это или плохо? Не знаю. Для него это супер. Почему-то у меня такое ощущение. Ну, не зря же он скульптура идет, да, здесь. Окей, чувство. Что у нас тут по чувствам? Русалка и мир. Вообще парадокс, противоречие. Давайте просто положим третью карту и оттуда инсайт извлечем. Не могу вам связать даже. Посыла не могу извлечь. Колесница. Нет, здесь знаете какой посыл? Беги.
Там, помните, есть там фильм, там «Беги, Саймон, беги», «Беги, Лола, беги». Ну, короче, «Беги, беги» или «Едь, едь». Суть как бы избавления от русалки — это утопленник, да, или утопленница, и мира, да, выхода из ситуации. Вот чтобы не застрять на дне, а первая карта у нас застреваемая, лучше куда-то ехать. То есть, чем больше у вас движений, или если вы хотите уйти, убежать, вот лучше уходите, убегаете, да, но не застревайте на месте. То есть суть прорыва в другое измерение, не в провал, там, в какую-то истерию, меланхолию, или деградацию, или стагнацию, или депрессию. Вот движение. А вот лучше поедьте. С ним, с ней, сама, там вот, ну лучше вот поедьте, но не останьтесь, да, вот лучше переедьте, да, это тоже переезд, или лучше начните что-то делать, нежели вы будете сидеть и вот так вот брызгать водичкой вверх, да. Почему-то у меня пошел гальдрамюнд, да, слово гальдрамюнд, ну вот же он, да, защитный. Может быть, вам какая-то, может быть, и защитой нужно пользоваться, или эзотерической, или физической, но вот ваша лучшая защита — это движение, не нападение, а именно движение. Поэтому, смотрите, по сути, здесь же как бы мир — это совокупность энергии, да, всех. И вот какую энергию можно вычленить для того, чтобы она вас не засосала, да, ну вот это вселенная в себя, да, это энергия движения и решительного действия. Поэтому да, действительно, этот император, он и ждет, когда женщина начнет активно действовать. Вот этот император. А этот будет свою позицию отстаивать, услышали, да? Ну а если это одно и то же, то он свою позицию отстаивает и вынуждает эту женщину что делать? Активно действовать. Вот и все. Может, провоцирует. Ну и вот мы добрались до истинно интригующего момента, где мы имеем вообще стороннего наблюдателя. Это может быть дух, это может быть ваш друг, это может быть третий там человек, мужчина. Это может быть какой-то мудрец, это может быть целитель, доктор, ну как минимум, который видит, что это какое-то нечистое дело, проклятие, и может быть это ваш сторонний наблюдатель, да. Давайте посмотрим, ну вот что он думает, что он чувствует и что он рекомендует сделать, да, или планирует сделать. Давайте, кто этого уже определились, да, может это вы. Итак, что он думает? Ну, он думает, что все наладится. Как бы там ни было, да, тут какой-то треугольник у женщины есть все-таки. Может быть, даже и не три, не двое мужчин, а трое, да. Там. Ну, во всяком случае, третий думает, кто это, сами решайте. Все будет хорошо. Будет компромисс, и ты выйдешь из этого болото, давайте назовем. Почему болото называем? Ну, пусть здесь мужчина застрял там на какой-то дощечке. Здесь женщина у болота сидит. Ну, тут позиция императора. А здесь русалка тоже болото. Вот эта карта Скорпионовая, это болотная карта. Всегда умеренность, знаете, что это болото. Но это регулирование, да, с другой стороны. Как бы, что чувствует этот сторонний наблюдатель? Чувствует, что сдаваться не надо, и нужно отстаивать свою позицию, нужно противостоять огню, то, что я говорил, где-то защищаться нужно правильно. И вот это проклятие, оно, скорее всего, да, вы отстаиваете чуть ли не свою душу, где-то за свою душу боретесь в этой ситуации. Ну и что как бы планирует делать или рекомендует делать? Ну и тут десятка жезлов, прям он рекомендует довести дело до конца. И смотрите, интересно. Смотрите, 14 пока оставим в сторону, а семерка и 10, 17 это женщина. Здесь женщина должна найти, ну не должна, а ей лучше бы найти искусство в себе путем отстаивания своего интереса, своей позиции и доведения своей кармы до логического завершения. Карма. И, ну, здесь вообще это женская, мужская карта, вот это. Вот это же мужская карта. И это мужская. Это универсальная карта. То есть и тот, как бы ищут себя в конечном итоге, но женщине нужно довести до конца. И вот этот туз мечей. Это все далеко не императора, это его ожидание активного действия женщины, когда она начнет действовать. И это именно действие и движение женщины. Поэтому женщина здесь не должна ни в коем случае остановиться и прекратить действовать. А ее искусство заключается в том, что она умеет защищать, отстаивать, бороться и преодолевать, и доводить дело до конца. Как бы это ни было сложно. И, возможно, этим мужчина и пользуется, вот этот император. А вот этот сам неплохой как бы противовес этой женщине. По сути, здесь речь идет о конкуренции двух, этой женщины и мужчины из прошлого, и с позиции наблюдателя императора, который, может быть, и хочет воспользоваться некими плодами усилий того или другого. Вот такой вот сегодня у нас интригующий был расклад. Вы можете написать, что вы прочувствовали, и
Почему-то у меня вот очень сильно срезонировала одна из карт вот сегодняшних. Вот эта 5 жезлов. Женщина запуталась в чужой игре. И как только она начнет распутывать себя, находя новые правила для себя, а распутывать она будет таким образом, что да будет... Ну, убран мой нож, да, сейчас я его не могу найти. Да, я убрал его. И да будет поднят нож, это, да, как атамы. И разорванные на алтаре будут пута ее. И да, продвинется она вперед, и будет искусство алхимии в жизни ее. И отстоит она права свои, интересы свои, и свое творчество и искусство ее откроется в преодолении испытаний кармических. И как награда за ее движение и ответственное решение будет проклятие избавления, в чем будет мудрость и сила исцеления. Да будет так, ключ, замок, язык. Амин. Друзья, благодарю вас за просмотр. Пишите то, що чувствуєте, і допомагайте силам світла нищити сили темряви, які лізуть на світ, саме знаєте звідки. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.